Перед вами полотно переда. Оно выполнено точно так же, как и полотно спинки, но мы будем делать более глубокий вырез горловины. И сейчас от наборного края я провязала ровным полотном 46 сантиметров. На этой высоте мы приступим к выполнению выреза горловины укороченными рядами. И сейчас посмотрим, какие наши действия в дальнейшем. Для полотна переда мы точно так же оставляем 38 петель для горловины и по 30 петель для плечевых скосов. А теперь более детально, что мы будем выполнять. Вязать мы будем укороченными рядами, и центральных 14 петель мы отметим маркером. И до них мы свяжем 42 петли. Следующий ряд будет короче на 3 петли, то есть 39 петель. Вот эти 3 петли я обозначила. Следующий ряд в 36 петель снова короче на 3 петли. Я обозначила. Следующий ряд будет короче на 2 петли. Вот эти 2 петелечки. И следующий ряд в 32 петли тоже короче предыдущего на 2 петли. И дальше 2 ряда, которые короче по 1 петелечке, соответственно 31 и 30 петель остается для плечевых скосов. После того, как мы выполним все с одной стороны полотна, мы точно такой же прием повторим с противоположной стороны. При выполнении вы сможете лучше разобраться, как это правильно сделать. Центральных 14 петель мы обозначили маркером. И вот сейчас я уже провязала лицевой ряд, связала 42 петли до первого маркера. Маркер убираем. И перед тем, как перевернуть работу на изнаночную сторону, мы будем использовать тот же прием, что и на спинке. Рабочая ниточка перед работой, петля по рисунку изнаночная. Значит, переносим ее так, как она расположена в полотне. За переднюю долечку ее берем, обвиваем и возвращаем назад. Работу переворачиваем. По узору у меня сейчас все петли изнаночные. Провязываю изнаночный ряд согласно узору. И затем свяжем лицевой ряд, который на 3 петли короче. Я довязала изнаночный ряд до конца. И сейчас провязала петли лицевого ряда. Всего 39 петель. Это на 3 петли короче предыдущего ряда. Ну, давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 петель. Вот у нас 3 петелечки, которые мы оставили недовязанными, и 1 обвитая петля. Сейчас мы перед тем, как перевернуть работу на изнаночную сторону, должны обвить лицевую петлю. Переносим рабочую ниточку перед работой, а саму петелечку мы берем за заднюю стеночку. Вот так. Меняем положение долек. Выполняем само обвитие, и в этом же положении саму петелечку мы возвращаем на левую спицу. Работу переворачиваем и дальше провязываем согласно узору. В данном случае, как смотрят петли, провязываю изнаночный ряд согласно узору, а в лицевом ряду мы свяжем ряд из 36 петель, что на 3 петли короче предыдущего. Сейчас я провязала лицевой ряд, который короче на 3 петли, то есть 36 петель. Вот наша последняя обвитая петелечка, и 3 петли я не довязала. Давайте посчитаем, чтобы все соответствовало. Считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 петель. И теперь мы должны перевернуть работу на изнаночную сторону, но прежде мы обвиваем петелечку, которая на левой спице. Она снова по рисунку у меня лицевая. Подхватываем лицевую за
заднюю долечку петли и делаем обвитие. И в этом же положении мы ее возвращаем на левую спицу. Переворачиваем работу и продолжаем вязать согласно узору. Следующий ряд у нас будет короче, следующий лицевой ряд будет короче уже на 2 петли. Мы продолжаем работу. В лицевом ряду сейчас я провязала 34 петли, что на 2 петли короче предыдущего ряда. Вот эти 2 петелечки, вот обвитая петля перед ними. Но давайте все-таки пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 34 петли. По рисунку петелька у нас изнаночная, рабочую ниточку переносим, саму петлю переносим так, как она расположена в полотне, обвиваем и возвращаем точно в таком же положении. Работу переворачиваем, и в изнаночном ряду мы вяжем согласно узору. Следующий лицевой ряд будет короче, снова на 2 петли. Этот лицевой ряд у нас короче на 2 петли. Сейчас я провязала 32 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот 2 петелечки, которые не довязаны. И обвитая петля перед ними. Сейчас по рисунку петля лицевая. Рабочую ниточку переносим перед работой. Подхватываем заднюю долечку петли, выполняем обвитие и в этом же положении возвращаем петелечку на левую спицу. Работу переворачиваем, провязываем изнаночный ряд, как смотрят петли. И следующий ряд у нас короче уже на 1 петелечку. То есть мы провяжем 31 петлю. Этот лицевой ряд короче на 1 петлю. То есть я провязала 31 петлю, просчитаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 петля. И следующая петелечка у нас изнаночная. Рабочую ниточку переносим, изнаночную петлю подхватываем за переднюю долечку, выполняем обвитие и возвращаем в том же положении, в котором она и была. Работу переворачиваем, провязываем изнаночный ряд согласно узору, как смотрят петли. И следующий ряд у нас уже будет короче на 1 петлю. Это 30 петель, которые остаются для плечевого скоса. Мы провязываем лицевой ряд из 30 петель. Посчитаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 петелечек. И 1 петелечка вот у нас, мы ее должны обвить, как и ранее. Она у нас лицевая, рабочую ниточку переносим перед работой, захватываем заднюю стеночку петли, меняем положение долек, выполняем обвитие и возвращаем в этом же положении саму петелечку. Переворачиваем работу и провязываем изнаночный ряд. И затем мы довяжем лицевой ряд из 30 петель до петель с обвитиями и посмотрим, как их правильно провязывать далее. Я провязала 30 петель, это петли плечевого скоса. И сейчас мы с вами должны будем провязать все те петли, которые мы только что оставляли при выполнении укороченных рядов, чтобы перейти на противоположную сторону полотна для вывязывания второго плечевого скоса. И провязывать будем следующим образом. Вот наша первая обвитая петелечка. 30 петель, которые у нас остаются для плечевого скоса, я обозначу маркером. Петелечка лицевая в полотне. Само обвитие захватываем за переднюю долечку, ближнюю долечку к нам. И саму петелечку мы захватываем за переднюю долечку.
И эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Выполнили. Следующая петелечка у нас также по рисунку лицевая. Мы должны будем подхватить переднюю долечку обвития и переднюю долечку самой петли и провязываем 2 вместе лицевой петлей. Далее снова петелечка лицевая, поднимаем петлю обвития и саму петелечку провязываем за переднюю долечку петли, вот таким образом. Далее у нас лицевая петля не обвитая, по рисунку провязываем лицевой. Следующая петелечка у нас изнаночная, рабочую ниточку переносим перед работой, подхватываем само обвитие вот за заднюю долечку и набрасываем петлю обвития на левую спицу. И эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Вот так. Дальше у нас 1 лицевая по рисунку и следующая петелечка также лицевая. Подхватываем обвитие и подхватываем переднюю долечку самой петли. Провязываем 2 вместе лицевой. Выполнили. Далее 2 петли изнаночной по рисунку, мы их так и провязываем. А следующая петля обвитая, она тоже лицевая. Подхватываем переднюю долечку обвитой петли и самой петли, переднюю долечку самой нашей лицевой петли. И эти 2 петелечки провязываем вместе лицевой. Далее у нас 2 лицевые по рисунку. И следующая петелечка у нас изнаночная. Подхватываем рабочую ниточку, переносим перед работой и петлю обвития мы подхватываем за заднюю стеночку, за заднюю долечку, набрасываем на левую спицу и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. То есть вот так ложатся наши петельки в полотне, никаких лишних дырочек между ними не видно. И дальше мы провяжем лицевой ряд до конца ряда согласно узору, а в изнаночном ряду мы довяжем 42 петли до второго маркера. Теперь все укороченные ряды мы будем провязывать по изнаночной стороне полотна. Сейчас я провязала 42 петли до маркера. Маркер убираем. И перед тем, как перевернуть работу на лицевую сторону, мы делаем обвитие петли. Петля изнаночная. Снимаем ее, как она расположена на спице, обвиваем и возвращаем на левую спицу. Работу переворачиваем. Далее мы должны будем провязать лицевой ряд согласно узору, а следующий изнаночный ряд будет короче на 3 петли. В этом изнаночном ряду мы выполняем 39 петель, ряд короче на 3 петелечки, вот эти 3 петли, перед ними обвитая петелечка. И теперь перед тем, как перевернуть работу, мы подхватываем изнаночную петелечку, обвиваем ее и возвращаем назад в том же положении. Работу переворачиваем, провязываем лицевой ряд согласно узору, а следующий изнаночный ряд будет на 3 петли короче. Я провязала в изнаночном ряду сейчас 36 петель, ряд короче предыдущего на 3 петли. Вот эти 3 петелечки, вот наша обвитая петля и данная петля первая, которая на левой спице, лицевая. Ее мы должны обвить, при этом поменять положение долечек. Подхватываем за заднюю долечку петли, делаем обвитие и возвращаем ее в таком же положении. Работу мы переворачиваем, провязываем лицевой ряд согласно узору. Следующий ряд изнаночный будет короче уже на 2 петли. В этом изнаночном ряду я провязала 34 петли, он короче на 2 петелечки. Вот наша обвитая петля и 2 петелечки перед ней. Сейчас у нас по рисунку петля изнаночная, обвиваем ее, переносим, захватывая переднюю стеночку и точно так же возвращаем назад. Переворачиваем работу, вяжем лицевой ряд
согласно узору, а следующий изнаночный снова будет короче на 2 петли. Сейчас я провязала 32 петли в изнаночном ряду. Опять-таки 2 петелечки мы не довязали, ряд короче на 2 петли. Вот обвитая петелечка и 2 петелечки перед ней. Петля у нас лицевая, рабочую ниточку переносим, подхватываем за заднюю стеночку петли, делаем обвитие и возвращаем петлю в том же положении. Переворачиваем работу, провязываем лицевой ряд согласно узору, а в изнаночном ряду уже ряд будет короче на 1 петлю. Сейчас провязали ряд из 31 петли на 1 короче. Вот эта 1 петля у нас получается недовязанная, и перед ней петля с обвитием. Это петелечка лицевая, переносим ее, захватывая заднюю стеночку, возвращаем назад в том же положении, провязываем сейчас лицевой ряд согласно узору, и в следующем изнаночном ряду уже будет у нас ряд из 30 петель. Вот я провязала 30 петель, это петли плечевого скоса. Эти петли обозначим маркером. И дальше у нас уже первая петелечка, вторая и последующие петли полотна, которые мы были обвитые, которые мы вязали обвитыми. Сейчас посмотрим, как их правильно провязать дальше. Вот сейчас наша петля изнаночная. Мы подхватываем заднюю долечку петли обвития, набрасываем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Провязали. Следующая петелечка у нас лицевая. Подхватываем переднюю долечку петли обвития и переднюю долечку петли полотна и провязываем 2 вместе лицевой петлей. Провязали. Следующая петелечка, вот видно, она лицевая. Точно так же подхватываем переднюю долечку петли обвития и переднюю долечку петли полотна, провязываем 2 вместе лицевой. Следующая петелечка лицевая по рисунку, провязываем. И следующая петелечка обвитая, она по рисунку изнаночная, подхватываем заднюю долечку петли обвития, набрасываем на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Дальше по рисунку изнаночная, а следующая петелечка обвитая, она по рисунку у нас лицевая. Подхватываем переднюю долечку петли и также переднюю долечку петли, сначала переднюю долечку петли обвития, затем переднюю долечку самой петли полотна и провязываем 2 вместе лицевой. Дальше 2 петелечки согласно узору лицевые, а следующая петля обвитая, она у нас изнаночная. Подхватываем заднюю долечку петли, набрасываем на левую спицу и эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Дальше 2 изнаночные, и наша петелечка обвитая, она изнаночная. Подхватываем заднюю долечку петли обвития, набрасываем и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Мы провязали уже все петелечки с обвитиями, принцип их провязывания понятен. Сейчас довяжу все петли горловинки до 2 маркера в полотне, и мы посмотрим, как выглядит вырез горловины. Вот сейчас уже в этом изнаночном ряду у нас 30 петель. Просчитаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30. И вот 1 петелечка. Это та петля предыдущего ряда, и перед ней обвитая петля. Делаем обвитие, снимаем изнаночную петлю, как она лежит в полотне, обвиваем, переворачиваем работу на лицевую сторону. Сейчас мы провяжем лицевой ряд согласно узору. В изнаночном ряду провяжем сначала 30 петель нашего плечевого скоса и вместе с вами посмотрим, как правильно провязать обвитые петли.
Вот так выглядит наше полотно. По центру все петли горловинки, все 38 петель, которые мы с вами рассчитывали, и с обеих сторон от них по 30 петель для плечевых скосов. Сам вырез горловины мы выполнили, но для того, чтобы закончить полотно переда, необходимо уже дальше вязать отдельно петли каждого плечевого скоса. После выполнения выреза горловины я продолжила работу, и петли каждого плечевого скоса я связала уже отдельно и закрыла их точно так же, как и в полотне спинки и на уровне спинки. Сейчас мы промеряем, какая глубина выреза горловины у нас получилась. Вот если от этой точки мерить, около 10-11 сантиметров. Мы с вами уже выполнили полотно переда и спинки, и теперь приступим к сборке. Первое, что мы с вами выполним, это шов правого плечевого скоса. Вот хвостик ниточки, который у меня остался от закрытия петель, я уже одела в иголочку. И теперь мы работу развернем вот таким образом для удобства. Приступим к выполнению шва. И сшивать мы будем следующим образом. Вот наши полотна сложены лицевой стороной наверх, то есть шов будет по лицевой стороне. Я разворачиваю к себе полотно и вот захватываю саму петелечку полотна вот таким образом с одной стороны, и то же самое с противоположной, вот саму петелечку полотна, и делаю стежочек. И дальше в каждую петелечку следующая петелечка вот за обе дулечки, и точно так же с противоположной стороны. Вот наша петелечка, и подтягиваем. И продолжаем с одной стороны полотна, затем с другой стороны. Разворачиваем к себе, обе долечки петелечки захватываем с одной стороны полотна и точно так же с противоположной. Хорошенечко подтягиваем. Получается вот такой шовчик у нас будет. По внутренней стороне будет рубчик. Я сшиваю таким способом. Вы можете выполнить шов любым другим способом. Я закончила выполнение шва. Так выглядит полотно. С изнаночной стороны, я повторю, у нас получился рубчик. И дальше мы продолжим и будем выполнять обвязку выреза горловины. Центральные петли у нас на спицах остаются, а вот те петли плечевых скосов, которые мы вязали отдельно, мы должны по ним добрать петли для выреза горловины. Сам вырез горловины я буду обвязывать резинкой 2 на 2. И сейчас со стороны переда от левого плечевого скоса я буду набирать петли. И буду сразу их включать в узор резинки. То есть добирать 2 лицевые, затем 2 изнаночные. Ну и посмотрим, как выполнить. Завела прям под первую кромочную петлю полотна спицу, захватываю рабочую ниточку и вытягиваю петелечку. Первая петля, затем вот под кромочную петелечку под 2 долечки захватываю, вторая петля, 2 лицевые. Следующую петлю мы будем добирать из протяжечки. Вот если растянуть полотно, видна протяжечка между 2 кромочными. Эту петлю я буду добирать изнаночной, то есть завожу спицу с изнаночной стороны полотна прямо в протяжечку и выполняю петелечку. Вот так. Затем следующая кромочная петля, вот обе долечки, и следующая петля также изнаночная. Также я завожу спицу с изнаночной стороны и добираю следующую петелечку изнаночной. Затем снова из кромочной, и уже будет лицевая. Вот таким образом. Дважды мы провязали из кромочной, один раз будет из протяжки. То есть следующая лицевая петля из протяжечки
Вот прям в протяжечку завожу спицу и выполняю еще одну лицевую. Следующие 2 петли, 2 изнаночные, выполняем их под кромочные. Вот за обе долечки беру 1 изнаночная и следующая петля 2 изнаночная, затем 2 лицевые, 1 из протяжки. Вот хорошо видна протяжечка, из протяжечки и затем из кромочной. Следующая изнаночная и следующая изнаночная из протяжечки. Добрали, и остается еще у нас вот 1 кромочная, 1 лицевая, следующая кромочная, лицевая и петли, которые у нас остаются на дополнительных спицах. Сейчас я подтяну спицу и мы продолжим вязать. Посмотрим, чтобы при переходе у нас не было дырочек. Мы набрали 2 лицевые, и следующие петли, уже те, которые у нас расположены по центру, мы будем вязать согласно узору 2 изнаночные. Провязываем 2 изнаночные, смотрим, тут в полотне никаких лишних дырочек у нас нету, значит все хорошо, мы продолжаем. Тут уже мы вяжем чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Так мы провяжем все петли, которые у нас по центру на дополнительной спице, а затем точно так же доберем петли с противоположной стороны, как мы добирали только что в начале работы, и выполним в круговую необходимое количество рядов. Я закончила набор петель, всего набрала 104 петли, и буду я вязать круговыми рядами. То есть сейчас вот соединяю работу в круг, и уже первые 2 лицевые петли мы будем вязать за переднюю долечку петли, а изнаночные за заднюю долечку. То есть при круговом вязании немножко меняется провязывание самих петелек. Ну и так провяжем желаемое количество рядов, а после этого выполним шов левого плечевого скоса. Дальше нам необходимо будет выполнить обвязку проймы. Глубину проймы вы делаете на ваше усмотрение, то есть чем свободнее, тем глубже. В нашем случае это 22 сантиметра, и я обозначила маркерами. Нужно промерить в сантиметрах, а также просчитать по кромочным, чтобы с обеих сторон полотна было одинаковое количество кромочных. И только после этого мы приступим к набору петель для обвязки. Убираю маркер и набирать буду следующим образом. Завожу под кромочную петлю и захватываю рабочую ниточку. Первая петля, и в следующую кромочную петлю также 2 петля. Аналогично тому, как мы только что делали в горловинке. То есть 2 лицевые, следующие 2 изнаночные. При этом набирать мы будем из 2 кромочных, затем из протяжки, снова из 2 кромочных, из протяжки. То есть следующая петелечка у нас из протяжки, изнаночная. Если неудобно набирать, вот сразу вводить в узор, то можно набрать все как лицевые, а затем уже распределить по узору. 1 изнаночная из протяжки, 2 из кромочной. Следующая из кромочной лицевая, а следующая лицевая из протяжки. Затем 2 изнаночные, они будут выполнены из следующих 2 кромочных. Из 1 кромочной и из 2. Следующие 2 лицевые,
одна из протяжки, а следующая из кромочной петли. И по такому принципу набираем все петли и также вяжем желаемое количество рядов. Дальше мы с вами выполним боковые швы. Мы складываем снова наше полотно изнаночной стороной вовнутрь, начинаем от места, где мы набирали петли. Вот хвостик ниточки, который остался у меня, я одела в углу. Если у вас хвостика нет, берете новую ниточку и вывожу на противоположную сторону под кромочную. И захватывая с этой стороны кромочную и с противоположной стороны закрепляем ниточку. А дальше будем шить следующим образом: одна кромочная и вторая. Протяжечка между кромочными, под протяжечку заводим иглу и делаем стежочек. Точно так же на противоположной стороне. Вот у нас одна кромочная и вторая. Мы захватываем протяжечку. Одна кромочная, вторая и протяжечка между кромочными. Вот одна кромочная, вторая и протяжечка между кромочными. Снова одна кромочная, вторая и под протяжечку. Опять-таки сборку вы можете выполнять любым другим способом. Одна кромочная, вторая и под протяжечку с одной стороны и с противоположной. С одной стороны противоположной. После того, как сделали несколько стежочков, сейчас рабочую ниточку подтягиваем. И вот так будет выглядеть наш шов. С лицевой стороны все аккуратненько, а по изнаночной стороне будет небольшой рубчик. Так мы выполним 2 боковых шва. Я продолжила выполнение обвязки выреза горловины круговыми рядами. Всего я провязала 3 сантиметра. Петли закрыла эластичным способом. Количество сантиметров в вашем случае вы определяете примеркой и выполняете по желанию. Точно так же резинкой 2 на 2 мы обвязывали пройму, и здесь высота резиночки 2,5 сантиметра. Опять-таки по желанию вы можете сделать больше. Работу мы закончили, наше изделие готово. Я желаю вам творческих успехов!